канале Кинолента, я Алиса Анцелевич и представляю вашему вниманию свежую комедию о работе и не только под названием «Стажер». Я ваш новый стажер, Бен. Рада, что вы относитесь к этому с юмором. Конечно. Первых ожиданий фильм не оправдал. Судя по трейлеру, «Стажер» должен был оказаться забавной комедией с неглупым юмором. На деле фильм скорее можно назвать мелодрамой с вкраплениями комедии, чем веселой развлекательной картиной. Сразу очевидно, что главное достоинство «Стажера» — это актерский состав. И в первую очередь, конечно, участие Роберта Де Ниро и Энн Хэтэуэй, обладателей Оскара. Оба ведут себя соответственно статусу, то есть играют на уровне, хотя и не без перевеса в пользу Де Ниро. На данный момент актеру за 70, за его плечами 50 лет работы в кино, и смотреть на него на экране до сих пор большое удовольствие. Часто кажется, что ему не составляет большого труда рассмешить или растрогать. Его герои вызывают уважение и огромную симпатию. Сюжет фильма сильно напоминает ситуации из другой картины, в которой снялась Энн Хэтэуэй и которая привлекла к ней интерес массового зрителя. Как многие помнят, сюжет «Дьявол носит Прада» был точно таким же. Главная героиня устроилась стажером в крупный глянец и сразу же не понравилась начальнице. Там были шеф-редактор в возрасте в исполнении Мэрил Стрип и юная журналистка. Здесь начинающий, но успешный предприниматель Джулс Остин и пенсионер Бен Уитакер. Поначалу Джулс не представляет 70-летнего стажера в своем современном офисе и в своей гиперактивной жизни. Но со временем чувство достоинства и жизненные принципы нового сотрудника производят на нее все большее впечатление. «Стажер» — это хорошая история о добрых людях, способных учиться новому и понимать окружающих. Даже совершая плохие поступки, причиняя вред или боль, они поступают так не со зла и не выглядят озлобленными или обиженными на судьбу. Такие герои часто встречались в старых фильмах, и я лучше стала понимать «Стажера», когда узнала, что монтажом картины занимался тот же человек, что и монтажом знаменитого «Когда Гарри встретил Салли». В фильме очень много сентиментальных, трогательных моментов, особенно с участием дуэта Роберта Де Ниро и Энн Хэтэуэй. Их сцены часто производят впечатление, сравнимое с ощущениями от разговора близких людей, которые искренне интересуются друг другом, принимают близко к сердцу проблемы друг друга и стремятся поддержать и поделиться теплом. Герой Роберта Де Ниро буквально излучает душевность и сердечность, а его мужественный и деликатный характер делает его незаменимым другом для всех персонажей фильма. В первую очередь, конечно, для Джулс. Что касается минусов картины, то к ним в первую очередь относится недостаток шуток, их было явно маловато. Также в фильме, по сути, нет конфликта между героями, они практически сразу готовы проявить терпение и дружелюбие. Во многих эпизодах присутствует излишняя сентиментальность, можно легко предсказать поступки героев и чувствуется некоторая пресность. Скорее всего, фильм понравится женской аудитории или подойдет для семейного просмотра. В целом можно подвести такой итог, что образы получились интересными, а вот сценарий актерам не очень-то помогал. И Де Ниро, и Хэтэуэй заслуживают более интересных историй, достойных их талантов. А как вы себя представляете в 70 лет? В современном офисе или в домашних хлопотах? Это была Кинолента и свежий кинообзор на фильм «Стажер». Я, Алиса Анцелевич, прощаюсь с вами до следующего кинообзора и от души желаю побыстрее подписаться на Киноленту, если вы еще не подписаны, чтобы правильно быть в курсе всех киноновинок. До скорой встречи, пока!